Следующий важный и не слишком страшное раздражение — это логарифм и степенная. Вот скажем, тангенс в нуле тоже можно разложить, но там получается уже нехорошая формула, просто потому что сложно посчитать n-тую производную. А вот для логарифма и для степенной функции это несложно сделать. Для логарифма, естественно, разлагать надо не в нуле, потому что в нуле логарифм вообще не определен, а вот рассматривается логарифм вот в этой точке, в окрестности единицы. В окрестности единицы. Наиболее важный случай. Значит, что можно про производные логарифма сказать? Логарифм штрих от единицы плюс x это есть, хоть это и суперпозиция, но очень простая суперпозиция, производная аргумента равна единице, так что ни на что не влияет. Ну и, значит, когда x равняется нулю, мы получаем единичку. А вот все остальные производные уже будут у нас производными степенной функции. Мы формулу выводили, вот, но давно это было, и вообще сразу ее вывести не так просто. Зазубривать я тоже не хочу и вам не советую. Давайте мы, может быть, там 2-3 производные посчитаем, и тогда уже поймем, какая будет общая формула. Значит, вторая производная. В нуле. Вторая производная, это будет, значит, минус единица, единица плюс x в степени 2. Так? Ну и когда x равняется нулю, это будет просто минус единица. Дальше. Третья производная. Двойка, да? Выскакивает двойка, она тоже имеет знак минус, значит получается вверху уже двойка, а внизу 1 плюс x в степени 3. На нуле это будет просто двойка. Ну и, наконец, четвертая производная. Чтобы вы не подумали, что здесь будут именно обычные натуральные числа. Тут будут не натуральные числа, тут будет произведение. Видите, выскакивает еще тройка со знаком минус, и получается уже 2 умножить на 3, то есть 3 факториал. Минус 3 факториал, 1 плюс x в степени уже 4, в нуле это будет минус 3 факториал. Ну вот теперь уже закономерность видна. Как ее аккуратно записать? Логарифм n-тая производная от единички плюс x в нуле. Это n-1 факториал. Так? И знак учесть. Знак у нас будет минус единица в степени n минус 1. Потому что вот когда у нас нечетная производная, тогда знак должен быть плюс. А когда четная, знак должен быть минус. Вот такая формула. Вот такая формула. Причем это и для первой производной справедливо. Для нулевой только несправедливо. Но у нас нулевая производная не интересует. В нуле у нас 0, значит это просто пропадет. Вот. Значит, смотрите. Здесь у нас возникает k-1 факториал и еще умноженное на минус единицу в степени k-1. А внизу стоит k факториал.
значит внизу факториал пропадет. Останется только один сомножитель от этого факториала. Зато еще появится минус. И для первой производной как раз будет знак плюс. Значит, x. Вот что будет у нас в качестве первого слагаемого. Здесь никакие степени пропадать не будут. У нас тут нулей нет нигде, видите? Все степени будут учитываться, но знаки у них будут меняться. Минус x квадрат пополам. Ну, в этой формуле вы традиционно факториалы пишете почему-то, что меня очень сильно раздражает. Это единственная формула из всех предложений, которые мы сейчас обсуждаем, в которой нет факториала. Нет факториала. Ну, правда, в самой последней тоже будут не совсем факториалы, но там будет что-то подобное. Тут их нет вообще. Это, кстати, означает, что слагаемые убывают гораздо медленнее, чем в других случаях. Да? Там вот внизу n факториал, и значит, если мы возьмем, скажем, там, 10-е слагаемое, оно будет очень маленькое. А тут не такое уж и маленькое, поделить на 10 и все. Ладно, плюс x куб на 3 очень легко запомнить на самом деле. Минус x четвертое на 4, плюс и так далее. Значит, минус единица в степени n минус 1, x в степени n поделить на n. Вот. Ну или плюс 1. Так, плюс 1. Если n равняется единице, тогда мы как раз получим x без всяких минусов. Плюсу малое от x в степени n. Вот как разлагается логарифм. Еще одна очень часто возникающая ошибка в логарифме. Пишите 1 плюс. Ну нельзя писать 1 плюс. Ну какой же тут 1? Подставьте сюда x равный 0. Что будет слева? 0 будет. И справа должен быть 0. А если у вас будет 1, тогда никакие слагаемые эту единицу не компенсируют. Так она и останется. Значит, вот только так начинается от x. Как и степени. Все степени берутся, знаки чередуются, внизу никаких факториалов нет. Ну и последнее. Степенная функция. Степенная функция тоже рассматривается не в нуле, а в единице, потому что в нуле степенная функция ведет себя не всегда хорошо. От нуля, если мы отойдем влево, будет отрицательное значение. Если альфа не является целым, то у нас не определены степенные функции. А вот в ответствиях единицы всегда для любого альфа все определено. Альфа какая угодно величина. Иррациональная даже может быть. Какая угодно. Положительная, отрицательная. Ну только отбрасывается 0, потому что это неинтересный случай. Вот. Здесь я не буду рассматривать начальные значения, потому что здесь все достаточно просто. Я давайте сразу запишу формулу для этой производной. В нуле. Опять же в нуле. При первом дифференцировании выскакивает альфа. При втором альфа минус 1. Знаков тут никаких неприятных не будет, все будет у нас. То есть, конечно, могут быть тут минусы, да, но эти минусы просто будут возникать из-за каких-то специальных значений. Последний будет какой со мной? Альфа минус n плюс 1. Только вот об этом не забудь. И, собственно говоря, все. Потому что, конечно, если мы будем дифференцировать, еще у нас останется единица плюс x в степени альфа минус n, но я-то в нуле нахожу, а в нуле это сомножитель пропадет. Будет равен единице. Таким образом, факториалы остаются.
ни с чем они не сокращаются. А вместо производных возникают вот еще такие произведения, которые похожи на факториалы, но это не произведение целых чисел, а произведение вот каких-то чисел, отличающихся от целых на величину альфа. Вполне возможно, что если альфа положительная и целая, эта величина на каком-то этапе обратится в ноль и больше уже отличаться от нуля не будет. Ну, это понятно, мы знаем, что многочлен можно разложить по формуле Тейлора без всякого остаточного члена, да, если взять нужное количество слоганов. Значит, единичка плюс х в степени альфа представляется в таком виде. Значение самой функции – это единица. Значение производной первое – это альфа. Один сомножитель. Да? Альфа, внизу единичка, которую писать не надо, но х остается, куда же девается. Да? Плюс альфа х. Можете себе просто представлять, что это альфа вот опускается в х. И, между прочим, это как раз эквивалентность, да, которая вам должна быть известна. Но формула Тейлора, она может включать и новые слагаемые, которые уточняют нашу эквивалентность. Они делают ее более точной, позволяют получить лучшее приближение. Видите, в этой формуле, ну, 2 факториала можно, конечно, просто 2 писать, но вот в этой дроби вверху и внизу одинаковое количество сомножителей. Ну, здесь тоже можно формально написать альфа поделить на 1. Да? Х в степени 2. Следующее будет альфа минус 1, альфа минус 2. А тут 3 факториала, и х уже в кубе. Плюс и так далее. Где же мне это написать? Ну вот давайте по-дурацки напишу, все равно сейчас я это буду стирать. Все. Значит, продолжение я вот тут запишу. Плюс слагаемое для этой степени альфа минус 1 и так далее, альфа минус n плюс 1. Их ровно n штук. Внизу тоже будет n сомножитель. Х в степени n. Плюса мало от х в степени n. Если альфа отрицательная, то формула немножко, если она отрицательная и является целой, формула немножко упрощается. Тут тоже можно выделить что-то вроде факториала, только еще там знаки будут чередоваться. Вот. Если альфа положительная и целая, то через какое-то время все слагаемые обнулятся, тогда и общий член, и вот этот вот остаточный член пропадет. Но это неинтересный случай. Если альфа дробная, то вот никогда ничего не пропадет, хоть оно будет положительное, отрицательное. Для одной второй можно вывести более красивую формулу, если альфа равняется 1 второй. Ну, не будем этим заниматься, хватит с вас и этого. Ну вот, значит, все формулы, которые вам нужно знать. Экспонента, синус, косинус, в качестве дополнения гиперболический синус, гиперболический косинус, логарифм от единицы плюс х и показательная функция 1 плюс х в степени а. Знаете, вот опыт показывает, что если вы будете их выводить, то это будет слишком долго. Вот это та ситуация, в которой, может быть, стоит все-таки выучить, как они выглядят. И не выводить каждый раз через производную. Так. Ну и потом, смотрите, вот экспоненты, да? Неужели вы не сможете запомнить, как выглядит разложение экспонента? Запомнили, да? Синус. Чем отличается выражение синуса от выражения экспонента? Пропадают все четные степени, а нечетные имеют чередующиеся знаки. Ну все же, да? Что тут выводить? Косинус
то же самое, но пропадают нечетные степени, а четные имеют чередующиеся знаки. Гиперболические функции, знаки не чередуются. Все остальное такое же, как у синуса и косинуса. Логарифм, главная особенность. Нет факториала. Нет факториалами, нет единицы. И чередуются знаки. Ну и вот это, конечно, самое хитрое. Вот тут, может быть, и имеет смысл вспомнить, чему равняется производная, но опять же, вот это запомните. Единица плюс альфа х, а потом уже само пойдет. Да? Потом вы просто помните, что умножается на величину на единичку меньшего, и возникает факториал внизу. И вот так все слагаемые такие. Так что каждый раз выводить это не требуется, это совершенно лишнее. Вот это надо помнить, это вещи очень полезны. Пример, когда можно это использовать. Вот я об этом уже говорил как-то раз, но сейчас уже это будет абсолютно по делу. Вот смотрите. Найти такой предел. Ясно, что эти разложения вы можете использовать при вычислении пределов только если x у вас стремится к нулю, правильно? Потому что сами разложения находятся в окрестности x равного нулю. Так, x минус синус x поделить на x в кубе. Вот в этом случае вы не можете использовать эквивалентность для синуса x, хотя у нас x стремится к нулю. Если вы это сделаете, то у вас вверху просто получится x минус x, это будет 0, и вроде бы тогда предел будет равняться нулю, но это неправильно. Потому что к эквивалентности в суммах и разностях переходить нельзя, только в произведениях и часто. Да? Значит, так делать нельзя. А как можно? Кстати, почему нельзя? Да? Потому что когда мы синус x заменим на x, мы потеряем важную добавку, которая на самом деле должна быть учтена. На самом деле x минус синус x в окрестности нуля ведет себя не как 0, а как другая функция. Да? И вот как эту функцию получить? Для этого надо расписать синус x по формуле Тейлора и взять просто чуть-чуть больше слагаемых. Причем самую малость, на одно слагаемое больше. Заранее, конечно, трудно сообразить, насколько, да, и то на самом деле можно. Сейчас давайте посмотрим, как. Так, x я не трогаю. Я тут не заменяю на эквивалентность. Я синус x заменяю его представлением по формуле Тейлора. X минус x куб на 3 факториал. И вот я уже вижу, что если я даже всего одно слагаемое возьму, то уже вверху у меня нуля не будет. И более того, у меня получится очень хорошая формула, да, в которой вверху и внизу будут одинаковые степени. Так что я предполагаю, что этого мне будет достаточно. Но чтобы я имел право все-таки написать равно, я должен написать плюс о малое от x. Я могу написать в четвертой степени, да, могу в третьей написать. Ну, давайте я в третьей напишу. Мне этого будет вполне достаточно. Я пока фактически ничего не изменил. Да? Так. Раскрываю скобки. X минус x плюс x куб на 3 факториал. Тут я могу писать плюс, могу писать минус, потому что это совершенно не важно. Сюда входит некая альфа, да? Ее знак никакой роли не играет. Факт то, что вот это есть некоторая функция альфа от x, умноженная на x в кубе, и мы еще знаем, что альфа от x стремится к нулю, когда x стремится к нулю. Знак тут совершенно нас не интересует. Иксы ушли. И вот теперь я могу этот предел разбить на 2, потому что оба полученных предела будут конечными, будут существовать. Первый предел — это x куб на 6 поделить на x куб. Да? А второй предел — это о малое.
от x куб поделить на x куб, когда x стремится к 0. Первый предел стремится к 1/6. А второй к чему стремится? А второй стремится к 0. Вы всегда мысленно представляете, что малый от x куб это есть альфа от x умножить на x куб. Тогда x куб сокращается, но альфа от x у нас как раз стремится к 0. Значит, это все стремится к 0. И вот мы очень легко с помощью формулы Тейлора посчитали такой предел. Посчитали такой предел. Вопросы? Мрачное молчание. Ну, придется вам все-таки формулы выучить. Никуда не денется. Я почти каждого буду спрашивать. Кроме тех, кому попадется это в основном билете. Ну, теперь чуть-чуть по поводу правила Лапиталя расскажу, хотя вы его знаете. Вот этот предел прекрасно можно найти по правилу Лапиталя. Да? Вот. Значит, просто для полноты мы об этом правиле сейчас на лекциях упомянем. По-хорошему, конечно, доказать надо, но у меня уже маловато времени, и не будем мы его доказывать. Примите наверх. Хоть что-то вы должны наверх принять. Нет, правило Питаля доказывается не через Тейлора, а скорее через вот формулу конечных превращений Каши. Вот. То есть у них, так сказать, общая основа для этого, но по-другому. Там Тейлор не входит. Правило Питаля. Был такой маркиз Лапиталь. И был такой математик Иоганн Бернулли, очень талантливый, который, вот, можно сказать, совместно с Лейбницем и развивал в Европе дифференциальное исчисление. Ньютон, значит, в Англии, а они вот в Европе. И Иоганн Бернулли был не очень богатый, мягко говоря. Вот. И Лапиталь он предложил грант. Я, говорит, тебе буду платить там 300 золотых в год, а ты зато все свои результаты мне присылай. Отчитывайся по гранту. Ну, они были знакомы, даже какие-то записи у Лапиталя оставались этого Иоганна. И говорит, вот то, что ты раньше получил, тоже нигде не публикуй. Я буду все это делать. И вот он собрал все эти результаты и выпустил учебник матанализу первый. Он честно сказал в введении, что вот использовал такие результаты. Ну, как честно? Он сказал, что он использовал, хотя на самом деле там все были практически результаты. Ну, правда, он это все, знаете, был хороший методист, хорошим языком изложил, все такое. Правила Питаля тоже Иоганн Бернулли на самом деле вывел. Вот, и послал его в числе прочих. Вот такая вот интересная история о том, как ученых поддерживали тогда. Ну, во всяком случае, не умер же этот Иоганн Бернулли с голоду, правильно? Это была знаменитая семья ученых Бернулли. У него и сын был знаменитый ученый, брат у него был знаменитый ученый, отец у него был знаменитый ученый. Иоганн Бернулли Эйлера учил, учитель Эйлера. Эйлер вообще, как я говорил, очень выдающийся просто великий математик. Что ж Бернулли были с таким малым количеством денег? А что ж Бернулли были с таким малым количеством? Ну, не были они маркизами, ну вот извините, понимаете, вот такое. Денег было мало, детей много. Вот такая вот проблема. Ну, были университетские преподаватели, этим все сказано. Да? Вот. Лапиталь. Вот так он пишется. Л на самом деле это приставка. А Лапиталь слово госпиталь вообще. Еще вот так иногда его писали.
Когда используется правило питания? Когда у нас есть неопределенности двух видов. 0 на 0 и бесконечность на бесконечность. И когда сверху и снизу у нас функции дифференцируемы. То есть можно их продифференцировать. Ну вот давайте мы сейчас аккуратно перечислим все условия, которые должны удовлетворять функции для того, чтобы можно было это правило применить. Значит, мы их просто даже будем нумеровать. Итак, есть функции f и g, определенные в окрестности какой-то точки x0. Причем точка x0 может быть как конечной, так и бесконечной. То есть можно написать это f, объединенная с точкой бесконечности. Плюс бесконечность, минус, все. Определенные в окрестности этой точки. Ну, первое условие. f и g должны быть непрерывны в окрестности x. Это обязательно. Второе условие. f и g должны быть, давайте я эту окрестность напишу, u x0. f и g должны быть дифференцируемы в окрестности x0, разве что в самой точке они не обязаны быть дифференцируемыми, хотя и могут. Да, это не требуется. Так что прокол эту окрестность напишу. Причем, ну что означает дифференцируемый? Что у них производные существуют, не являются бесконечными. Да? Кроме того, запрещается, чтобы они одновременно обращались в ноль в любой точке, кроме вот этого x0. В x0 что угодно может происходить, это нас не интересует. Причем для любого x из вот этой вот проколотой окрестности f' от x и g' от x не обращаются в ноль одновременно. Какая-то одна, пожалуйста, на здоровье. Обе нельзя. Третье. Предел f' от x поделить на g' от x, когда x стремится к x0, существует, равняется какому-то а, причем вполне это может быть бесконечный предел, но существует. То есть а принадлежит опять-таки f, объединенный с бесконечностью. И четвертое условие. Надо, чтобы функции f и g, не производные, а сами функции, в точке x0 вели себя согласованно. То есть либо предел f от x, когда x стремится к x0, равняется пределу g от x, когда x стремится к x0, равняется нулю, либо предел f от x, когда x стремится к x0, равняется пределу g от x, когда x стремится к x0, равняется бесконечности. Тогда предел f от x, деленное на g от x, когда x стремится к x0, тоже равняется a. Тоже равняется. По-простому, конечно, ну как обычно это используют? Мы просто берем и дифференцируем без всяких проверок, да, и получаем то, что нужно. Но, во-первых, надо, самое главное, убедиться в том, что у нас нет неопределенности, либо бесконечность на бесконечность, либо 0 на 0. Ну, это, в общем-то, и так понятно. Да? Вот. А только потом уже нужно дифференцировать. Очень, конечно, замечательное правило. Вот скажем, как найти предел синус АХ к синусу
bx, когда x стремится к нулю. С одной стороны, можно использовать эквивалентность. Синус АХ эквивалентен АХ, bx эквивалентен bx, все сокращается, получается А на b. Но, с другой стороны, можно применить правило Лапиталя. Вот. Писать, что это равно, я, может быть, не стал. Я бы вот отдельно записал, сказал бы, что это неопределенность 0 на 0, и тогда сказал бы, вот, давайте посмотрим, что будет происходить у нас с производными. Продифференцируем. Получается А косинус АХ, Б косинус bx. Х стремится к нулю. Вот для этой дроби уже никаких неопределенностей нет. Косинус обращается в единицу, и мы получаем, что это будет А поделить на b. Предел существует. Раз существует такой предел, то значит этому же равен и предел исходных функций. Вот. Еще один примерчик. Иногда приходится применять правило Лапиталя несколько раз. Вот, например, предел гиперболический косинус х минус обычный косинус х поделить на х квадрат. Х стремится к нулю. Неопределенность 0 на 0. И это единица, правильно? Найдем производные. Гиперболический косинус – это гиперболический синус при дифференцировании. Обычный косинус – это что? Это минус синус, то есть получается плюс синус х, поделить на 2х. Х стремится к нулю. Но сразу применить правило Лапиталя мы не можем, потому что здесь у нас тоже неопределенность, к сожалению, 0 на c. Но функции по-прежнему дифференцируемы. Давайте мы еще раз продифференцируем числитель и знаменатель. Внизу будет двойка, а вверху гиперболический синус опять превращается в гиперболический косинус, а синус превращается в обычный косинус со знаком плюс. И вот теперь уже, видите, вверху получается двойка. 2 плюс, 1 плюс 1 поделить на 2, это равно единице. Раз этот предел существует, значит, по правилу Лапиталя и этот предел существует, а равен единице. А значит, и этот предел существует, а равен единице. С другой стороны, между прочим, этот пример можно легко решить и с помощью разложения разложения по формуле Тейлора. Разложение по формуле Тейлора. Что это у нас будет? Х стремится к нулю. Гиперболический синус, косинус, единичка плюс х квадрат пополам. Естественно, ожидать, что у нас как раз с х квадратом что-то хорошо сократится. Поэтому достаточно взять два слагаемых еще, написать О малое от х квадрат или от х куб, как я уже говорил. Да? Дальше минус. Не буду пока скобки раскрывать. Для косинуса единица минус х квадрат пополам плюс О малое от х квадрат. Поделить, естественно, на х квадрат. Теперь вот тут не сделайте одну ошибку. Раскроем скобки. Предел х стремится к нулю. Смотрите, единица, я даже не буду переписывать, видим, что она нужна. Х квадрат пополам. Х квадрат пополам, здесь со знаком плюс и здесь со знаком плюс. Получается просто х квадрат. А вот эти вот О малые, они уйдут? Нет, конечно. Не забывайте, что это какая-то
какое-то выражение вида альфа-1 от x на x квадрат, а это какое-то выражение вида альфа-2 от x на x квадрат. Это непонятно какие функции, мы только знаем, что они стремятся к нулю быстрее, чем x квадрат. И поэтому вот минус тут или плюс совершенно не важно. О малое это плюс о малое это что будет? Альфа-1 плюс альфа-2 умноженное все это на x квадрат. То есть это тоже будет о малое от x квадрат. О малое плюс о малое это будет то же самое, что и о малое. Так? Поделить на x квадрат. Вот так надо правильно преобразовать то выражение, которое было раньше. И теперь опять же мы видим, что здесь у нас получается единица, а здесь, если рассмотреть такой предел, будет 0. Потому что когда x квадрат сократятся, у нас останется альфа, которая стремится к 0. Ну и тоже получили единицу. Тоже получили единицу. Вот. Вопросы? Понятно, что правило Питаля отдельно в билете не будет, поскольку доказывать не требуется. Ну, будет, может быть, дополнительный вопрос, да? Сформулировать правила Питаля, привести пример. Да. Вот как раз и распишите альфа-1 от x на x в кубе плюс что вы сказали? От x, да? Альфа-2 от x умножить на x, да? Вот как вы можете это преобразовать, чтобы x у вас остался? Вы можете вынести здесь альфа-1 x квадрат плюс альфа-2 от x, ну тут x, конечно, тоже, да? Все это умножить на x. Никак по-другому вы не сможете выделить x. Вот эта штука, конечно же, стремится к нулю, да? Скорость ее стремления вам неизвестна, потому что тут альфа утверждает, как она стремится. Значит, мы видим, что в этом случае мы тоже можем записать единственное, что это стремится к нулю быстрее, чем x. Таким образом, эта добавка никак не изменяет вот эту. Да? Она очень маленькая, разумеется, она маленькая, но это больше, и она подавляет. Она является главной в этой сумме. Так что всегда, когда у вас есть О малой от одной степени, О малой от другой степени, это всегда равняется О малой от меньшей степени. Всегда держите в голове, что О малое от какого-то выражения, это выражение, умноженное на альфа, и это альфа стремится. И тогда проблем не будет. Еще. Извините, на практике говорится о том, что в очень редких случаях правило Питаля дает неверный ответ. В очень редких. А когда такое происходит? Когда нарушаются условия. Если мы просто не все. То есть, если мы что-то упустим, да? Мы меньше. Мы же вот перечислили, видите, сколько разных условий. Чтобы была неопределенность, чтобы одновременно в ноль не обращались. И все такое. То есть, если что-то теряется, то все падает. Так, еще. Вы тянете время, чтобы уже на новый термин начали, да? Ну, может, это, конечно, имеет смысл, но все равно пару слов-то я скажу, может, даже что-нибудь скажу и поделюсь. Значит, наша последняя тема – это применение дифференциального исчисления к исследованию поведения функций. И надо сказать, что самые простые вещи мы уже знаем, мы это даже доказали, просто мы это не рассматривали под этим углом. Значит, первое, что интересует при изучении функции, это где она достигает своих локальных экстремумов, локальных минимумов и локальных максимумов. И вот тут у нас уже есть готовая теорема Ферма, которая как раз об этом и говорит. Только ее нужно немножко переформулировать. И это будет готовое условие, только какое условие нужно хорошо понимать? Готовое условие для изучения локальных экстремумов. Значит, в качестве именно следствия теоремы Ферма можно записать вот что. Пусть у нас функция f определена в окрестности точки
в окрестности точки x0. Ну, в какой-то окрестности точки x0. Это означает, что и слева, и справа у нас есть, ну и разумеется, x0 является предельной точкой и слева, и справа. Ну, можно сказать просто, что есть некий интервал, содержащий точку x0 внутри. Нас интересует, является ли x0 точкой локального минимума или точкой локального максимума. Что можно утверждать из теоремы Ферма? Следствие из теоремы Ферма. Следствие из теоремы Ферма. В ней, правда, сразу предполагается, что какая-то точка является точкой локального минимума или максимума. Ну, поэтому тут тоже мы вынуждены это сказать. Значит, вспомним, что это за теорема. Если x0 это точка локального экстремума, и если в этой точке функция дифференцируема, то производная равна нулю. Вот. Значит, еще одна ситуация, которая остается не изучена, это если функция не дифференцируема в этой точке. Вот. Но если она уж дифференцируема, то 100% она обязана, эта производная, равняться нулю. Так что следствие можно оформить так. Если x0 точка локального экстремума, то либо f не дифференцируемо в точке x0, такое может быть, либо производная в этой точке равна нулю. Других случаев быть не может. А еще лучше, если я тут напишу еще точка внутреннего. Это и так понятно, но просто чтобы вы не забывали. Мы сейчас именно интересуемся внутренним локальным экстремумом. Если функция определена на сегменте, то, разумеется, надо изучить еще и концы. На концах тоже вполне может быть локальный экстремум, причем независимо от свойств нашей функции. Так, и еще давайте напишем, что она все-таки и непрерывна в окрестности. Потому что если она не является непрерывной, то это все уже особый смысл теряет. Значит, если функция непрерывна, и мы хотим найти ее локальные экстремумы, то прежде всего мы должны сделать что? Посмотреть, где она дифференцируема, и в тех областях, где она дифференцируема, найти те точки, в которых производная равняется нулю. Экстремумы могут быть только вот в этих двух видах точек. Эти точки называются точками подозрительными на экстремум. Точки подозрительные на экстремум. То, что производная равняется нулю, не означает, что это обязательно будет экстремум. Вот как раз если она не равна, то точно экстремума нет. А если она равна, то может будет, а может и нет. Так что вот это следствие можно еще назвать необходимым условием локального экстремума. Необходимое условие, ну, внутреннего на самом деле, локального экстремума. Необходимое условие. Этого недостаточно, чтобы утверждать, что в данной точке обязательно будет экстремум. Ну, простой пример. f от x равняется x куб. В нуле. Чему производная равна? Нулю. А функция как себя ведет? Вот так. Какой же экстремум, да? Функция монотонно возрастает. Но тем не менее в нуле производная равняется нулю. Так что вот это точка подозрительная на экстремум, которая, к сожалению, экстремумом не является. Такое тоже может быть. Ну все, в следующий раз мы займемся
Достаточными условиями экстремума это будет 5.